Представители знака зодиака Лев, приветствую вас. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 1 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт на будущее и что нам две колоды прорисуют события этих ближайших дней. Что вас удивит или в конечном итоге к чему все идет. Я несколько видоизменила наш прогноз, но оставила две колоды, и первая, уже по традиции, мы достанем на колоде Ленорман 4 карты, а потом на колоде Таро вот как раз и узнаем, если мы говорим главные события вот этих 10 дней, или чему вам придется, может быть, больше уделять внимание, чем больше придется заниматься, то к чему все идет, расскажут карты Таро. Вот давайте сделаем такой прогноз. Итак, как карты для вашего знака с 1 по 10 марта видят события ближайшего будущего. Март у нас уже не за горами, а я же вас хотела пригласить на свой сайт «Преломление реальности». Есть у меня последняя статья, которая как раз обрисует период марта и где-то до середины апреля. Это то, с чем, где-то нам придется считаться, потому что астрологические воздействия. Первые две темы – это личная жизнь и материализм или деньги, вопросы финансов. Они будут на первом плане, но в разном контексте ведь это может быть. Поэтому давайте будем смотреть, что нам расскажут карты. И вторые карты у нас будут, к чему все идет. Достанем по две карты. На каждую карту Ленорман. Если события ближайшего будущего, то к чему это все идет или для чего это было нужно? Чем придется заниматься? Или какие перспективы, мои дорогие львы и львицы, так вот тоже может быть. Следующие карты, это будет у нас называться как неожиданности. Или что случится, произойдет, то событие, которое, возможно, вы не ожидаете, но вам придется учитывать это. Далее мы с вами спросим, что вас удивит, или кто или что появится неожиданно. И также по сферам жизни. Дела, работа, бизнес, ваши достижения, документы или учеба. И личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там за события могут быть. Вообще нас фокусируют на искреннем общении. Или, может быть, это с вашей стороны, понятно, искренность. Вы же знаете, что вы хотите достичь. Или чего вы хотите добиться, начиная или инициируя какое-то собеседование, к примеру, или обсуждая какую-либо тему. Но самое главное, где-то карта подсказывает, что собеседник ваш, он тоже должен быть в этих же энергиях или настроен на некоторую откровенность, потому что честность, откровенность проходит по карте Лилия, когда задача как будто стоит прояснить тот или иной вопрос. Притом прояснить, может быть, не просто тем ответом, который нам нравится, да, или приятно слышать, а что же есть по факту. Общение само по себе, но карты Лилии больше показывают, такое холодное общение, беспристрастное. Поэтому есть какая-то, может быть, правда, есть данность, или учитывать реальности, смотря то, что вы хотите осуществить посредством переговоров, все же карта подсказывает нужно, необходимо. Здесь, с одной стороны, какая-то глубокая философия или сомнения, они неуместны, они вам путаницу только в жизни могут создать. То же самое, если мы розовые очки одеваем, да, что-то нам приятно услышать, а тем не менее вопрос-то мы не решим. Поэтому вот беспристрастное отношение в переговорах, если мы можем так сказать, в целом подведя к итогу эту карту, но общения будет достаточно. Давайте посмотрим вторую. Через общение. Продолжает, наверное, вторая карта все то, что я сказала по первой. Мыши. Всегда есть какой-то либо урон, либо вред, либо те персоны, которые нам искренне не говорят правду. И, может быть, попросту вы будете, где-то фильтровать, причесывать свой социум или круг ближайшего, далекого окружения, ваши контакты в целом, деля на людей искренних или кому я могу доверять. И вот этих мышей, это даже не крысы, а именно мыши, то есть может быть какой-то урон. Может быть урон, кстати, если мы замечтались. Давайте откроем третью карту, чтобы видеть всю картинку. Может быть, нам
обрисует конкретную ситуацию. Вот смотрите, женщина. Может быть, это касается конкретного человека, женщины, и вы пытаетесь разобраться, могу я ей доверять или нет. Она может быть кем угодно, она может быть и родственником, она может быть и руководителем, может быть и вы где-то обсуждать, просто будете с женщиной какой-то, к примеру, если мы говорим про работу, по работе есть какой-то вариант или, может быть, для вас предложение, или свершившийся факт, который вам придется обсудить, опять же, с женщиной. Тут самому быть реалистом, дважды, наверное, важно, но вы можете еще и думать, могу ли я доверять, если это руководитель или та персона, от которой зависит ваше благополучие, к примеру, пусть даже по работе или буквально ваш оклад, ваша заработная плата, какие-то бонусы или какие-то договоренности. Вы тоже будете соизмерять, могу я ей доверять или все же этот человек такой, но не совсем надежный, поскольку он остается верен своим принципам, а вот в плане какой-то дипломатии он тоже несколько однобокий, потому что то, что ему выгодно, он решает со знаком плюс. Но если завтра какая-то ситуация меняется, тогда и не жди от него, что он будет сдерживать свое слово, или я получу то, что он мне обещал. У каждого по-своему. Также эта карта может беспристрастно говорить о вас, мои дорогие девушки, женщины, что это ваши какие-то есть личные планы, то, что вы хотите осуществить. И, может быть, вам нужно с людьми договориться, прояснить вопрос по документам. Тут самая разная тема может быть. И, мои дорогие мужчины, это может быть просто женщина, которая как важная ключевая персона в вашей жизни. Хотя я не исключаю, что это может быть кто угодно, опять же, начиная от руководителя или, может быть, чиновника, я такое тоже допускаю, или это какой-то далекий родственник даже, или близкий родственник, кто его знает. Давайте откроем еще одну карту. Змея. Безусловно, вот у нас сейчас год змеи, и в первую очередь это нам дает как пространство, вселенное, время адаптироваться к какой-то ситуации. Может быть, и вам приходится адаптироваться, мои дорогие львы и львицы. Потому что есть какой-то план, безусловно. Коль выпадает лилия, значит, чего-то вы уже конкретно понимаете, чего же вы хотите достичь. Для кого-то это может быть как была такая более глобальная тема, а для кого-то может быть и мелкий вопрос, который вам нужно согласовать. Может быть, с учетом мыши, это вы хотите обойти какую-то тему, которая неоднозначна, и вы ее хотите так аккуратно обойти, чтобы для вас и не было как раз этого самого урона. Я могу предположить, что вам придется, это для всех, наверное, вот эти острые углы все же обходить, потому что змея нас призывает к наблюдению, мудрости, неспешности и, безусловно, быть гибче. Не все так однозначно, по крайней мере, в эти 10 дней. И карты говорят о том, что люди могут подводить вот так вот в целом. Давайте прямо уже скажем, может быть, и не очень нам это приятно слышать, но все же, раз змея выпадает, правда, какой-то, может быть, и обман в вашу сторону направлен, может быть, и какая-то хитрость, поэтому мудрость. Мудрость нам дает правильно, без нервов, без эмоций оценить, что же есть по факту, или чем мы владеем, или чем мы располагаем. Может быть, дает возможности как раз договориться, но все же с учетом первых двух карт, я бы сказала, вам нужно быть дважды реалистом. Может быть, это вам нужно адаптироваться к той ситуации, которая для вас складывается в эти 10 дней совершенно неожиданно. Нам ведь карты об этом не сказали. У кого-то это может быть то предложение, которого вы не ожидали. И вам что-то, как среднеарифметическое, так чтобы и волки сыты, и овцы целы. Придется искать такой выход из создавшегося положения. Поэтому так или иначе, змея, опять же, это то, когда мы куда-то не должны торопиться. Вот здесь спешки точно не должно быть. Нужно быть таким, знаете, очень прозорливым, внимательным, анализировать любую информацию, которая к вам приходит в эти 10 дней. Но вот посмотрите, нам ведь не говорят о том, что какое-то движение в эти 10 дней быстрое. Но, может быть, я могу предположить, кто-то может и отправиться куда-либо, или какие-то важные разговоры в этот период состоятся, или вы окажетесь, может быть, среди нового социума, среди нового, окружения, когда вам придется себя сохранять. Вот такое ведь я тоже могу предположить. Поэтому больше вдумчивости и неторопливости, может быть, и есть какие-то положительные моменты в этих 10 днях.
Тогда, с учетом последнего аркана змея, нужно на пару шагов вперед быть как 3D измерение, да, видеть то, что прежде у вас было, как наш опыт, то, что есть на данный период, что происходит вокруг вас, что люди говорят. Но и вот эти пару шагов вперед, к чему это все идет, вам нужно знать. Вот давайте мы прямо так и начнем с карты змея, к чему же все идет. Пусть мы начинаем с вами с конца. Но явно какая-то ситуация, с которой вы можете столкнуться, она неспроста. Когда у нас выпадает аркан Иерофант, это нам как по судьбе. С одной стороны, нам по судьбе учиться, и поэтому вы можете попасть, опять же, в какие-то обстоятельства, которые вас как пространство проверяют на прочность, выдержку и, опять же, мудрость. Не случайно она возникла. Рядом у нас король жезлов, это харизматичный лидер. Конечно, карта может говорить о вашей энергии, потому что жезлы – это огненная энергия. Это есть желание, вы хотите что-то осуществить. Но тогда карта Иерофанта будет немножко возвращать на землю и говорить: ты не можешь собой рисковать. И это не отменяет вашего желания, отнюдь нет. А карта лишь добавляет, что ты должен этот вопрос изучить хорошенько, досконально, понять, как работают законы в отношении тебя, с кем ты можешь договориться, перед тем, как с места в карьер куда-то рваться, а по королю жезлов, правда, тут какая-то может быть у вас задумка, или вам может что-то понравиться, пусть вас вдохновит какой-то проект, захочется этим заниматься, но все равно аркан Иерофант нас призывает дважды, наверное, где-то представить себя, что мы пока ученики, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, поэтому себе не навредить. Где-то аркан подсказывает, что тебе будут помогать важные согласования или то, что ты пропишешь на бумаге. Или, может быть, это в отношении вас, мои дорогие львы и львицы, кто-то будет готов прописать на бумаге, и любая бумага, документ – это всегда своего рода как по закону или подтверждение какого-то согласия. Пусть отрицание, но здесь именно то, что оформлено, наверное, с учетом традиций, с учетом законов или с учетом регламента, приказов, порядка, вот это все будет со знаком плюс. Не сама по себе пустая какая-то идея, а ее важно переложить на какую-то материальную основу. Вот к этому все идет. И поэтому у каждого своя будет задумка, предложение, какая-то тема, может быть, вас интересующая, но ее нужно стабилизировать с учетом того, насколько это можно сделать конкретно на практике. Не идея ради идеи, а сразу ее перекладывать на какую-то базу, материальную основу. Давайте откроем карту «Женщина». А ведь и правда, тут посмотрите, праздник и встреча. Мои дорогие мужчины, к примеру, это вы можете планировать встречу с какой-то женщиной. Но я не отрицаю, мои дорогие девочки, что вы тоже так же, как праздник, вы можете куда-то отправиться, мои дорогие львы, и с кем-то встречаться. Сама по себе поездка, которая вносит некоторый драйв, и в хорошем смысле драйв. А когда нам приятно либо путешествовать буквально так, либо отправляться куда-то, знакомиться с кем-либо или согласовывать какие-то дела. Может быть, это у вас появляется какая-то возможность, волшебная буквально, когда нам быстро собраться, подпоясаться, куда-то поехать, нужно и не упустить времени, и тогда вы себе скажете спасибо, потому что вы вовремя с чем-то сориентировались. Мои дорогие девочки, это к вам может прийти какое-то предложение, может быть и знакомство, но все же по рыцарю жезлов никаких планов мы на будущее не строим, если это будет конкретный человек. Иногда это так бывает. Это какой-то страстный человек, где-то нетерпеливый, такой и несколько харизматичный, может быть, который вас заинтересует. Может быть, создаст вот такой вот праздник, какой-то феерический, и приятно все это, или как внимание к вашей персоне. Но это только рыцарь, нет никакой конкретики, и сама карта говорит: будь готов к неожиданностям, лев. Значит, есть еще то, что пока на данный период времени неизвестно, но, тем не менее, нам предлагает эта карта пройти быстро или от чего-то не отказаться. Понятно, что дважды нужно себя сохранять, потому что следующее положение у нас идет змея. Здесь могут последовать, если рыцарь жезлов, а здесь у нас уже король. И может быть какое-то знакомство, мои дорогие, запросто. Знакомство с человеком, и здесь одинаково, что для мужчин, что для женщин. Но это еще пока непонятно, к чему оно приведет.
Или непонятно, будет ли оно продолжаться. Может быть, оно будет продолжаться в контексте дружбы. Хотя, вполне вероятно, здесь может быть, как и страсть, мои дорогие, и дальнейшее продолжение отношений. Все-таки у вас иерофант. Но иерофант – это общая карта, когда мы, повторяюсь, делаем что-то по закону. У кого-то эта связь, понятно, не для всех, но для кого-то. И отношения или история отношений может быть продолжена. И нам тогда говорят – ну, где-то будь внимателен, насколько человек, то, что тебе обещает, и он готов сделать на практике, к примеру, оформить отношения. Но для кого-то из вас может быть и такой момент, когда новое знакомство, быстро развивающиеся отношения, может быть, страстные отношения, они вас ставят, ну, в такую, как ситуацию выбора. И если вы имеете уже пару, или, может быть, даже вы человек семейный, у вас может закраться такое, ну, такая мысль, а стоит ли продолжать прежнюю историю, а может быть, есть смысл предаться как раз новым отношениям. И вот тут будьте аккуратны. Опять же, если человек в каком контексте, ну, насколько глубоко готов откликнуться в вашу сторону, ну, пусть это даже не личная жизнь, а может быть у кого-то вопросы бизнеса, личного дела. Опять же, доверяй, но проверяй. И любое документальное подтверждение будет свидетельствовать в процентном отношении, насколько вы можете доверять этому человеку или какому-то предложению. Потому что критерий – практика, мои дорогие, вот из этих двух карт. Но это может быть и какой-то Его Величество счастливый случай или удобный момент, когда вы куда-то отправляетесь, для себя тоже можете выудить полезную информацию или, ну, как участвовать в каком-то деле, вопросе и заниматься тем, что вам нравится. У кого-то через личную жизнь придет, а у кого-то через ваше, может быть, творчество, вашу занятость или просто это как начинается с интереса, а в последующем вы можете это развить. И здесь, знаете, так, придется пройти по какому-то, возможно, очень скользкому фарватеру. Все же вот этот триплет карт, он призывает в первую очередь вас к вниманию. Карта Иерофант, вот все то, что я сказала. Можно доверять лишь тому, что прописано на бумаге, а то, что выглядит в обещаниях. Пусть даже где-то вам очень приятно это слышать. Ну, как сам момент, может быть, и использовать для себя, для вдохновения, если мы, к примеру, говорим о новом знакомстве. Но будет важно не замечтаться, потому что по королю жезлов иногда проходят такие, знаете, люди, которые очень страстные, они очень интересные, они обладают магнетизмом, хочется с ними дружить, продолжать контакты, и мы вот уже сами не замечаем, как мы и соскользнули в эти отношения, и мы уже начинаем строить планы, и нам уже кажется, что а почему бы и нет, но еще пока тысячу неопределенностей, и если есть уже какая-то конкретика, тогда это хорошо, вам будет несколько проще. Давайте посмотрим, что же мыши, к чему все идет. Признание в любви, какая-то радость. Вам может быть какая-то новость, которая вас действительно вдохновит. Здесь может быть и лесть, здесь может быть признание в любви, какие-то комплименты. Я не исключаю по ретро-Венере, что могут и даже бывшие, мои дорогие, возвращаться. Мыши, как будто мы уже с этим сталкивались. Или с каким-то обманом, или с какой-то нечестностью, или, может быть, в отношении вас какой-то конкретный человек, который нарисуется буквально в эти 10 дней, или ваш адрес проявит активность и вроде бы несет что-то такое, как любовь, радость, вдохновение, подарки, кстати, да, какое-то внимание в вашу сторону. Но вверху аркан мыши. Однозначно обратите внимание, несмотря на то, что очень приятные эмоции, ведь обе карты эмоциональные, а вверху, тем не менее, мыши. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие львы и львицы. Что же по общению? Ну вот, наверное, вот нам и говорят, не попади в какую-то зависимость, чтобы не было с одной стороны, как по пятерке мечей, конфронтации, а второй момент, чтобы не было пустого ожидания. Принцесса жезлов в этой колоде карт называется служанка в ожидании. Поэтому не ждите того, кто не придет.
или разбираетесь, словно на берегу, с разными темами, чтобы вас буквально кто-то не водил за нос. И даже если вы видите, что кто-то допускает нечестность, все же по пятерке мечей мы не поднимаем брошенную перчатку. Мы ведь все разные, да и ситуации в течение 10 дней могут быть совершенно противоположны. Вот что-то противоположное нам как раз карты и показывают. С одной стороны, это какая-то непримиримость, конфликт, это какая-то боль, нам что-то не нравится, мы не соглашаемся, нам хочется доказать обидчику, но карта нам говорит, что, скорее всего, с этим человеком тебя еще раз судьба сведет, поэтому не торопись вот устраивать эту конфронтацию, и даже если сам персонаж пытается вас на какой-то конфликт, вызвать словно, тогда держите паузу, держите марку, мои дорогие львы и львицы. Но это не значит, что мы, если не продолжаем какой-то конфликт, то мы как будто согласились, потому что пятерка мечей – это еще и карта наших собственных принципов. Здесь мы сохраняем собственные принципы, но отступаем полшага назад, чтобы не увязнуть в каком-то конфликте. И себя внутренне не разрушить, не потратить свою энергию, силы на пустоту буквально. Потому что, как и с человеком, нам придется, возможно, сталкиваться не раз, такое я не исключаю. Но и с другой стороны, ваши принципы, если мы переходим ко второй карте, служанка в ожидании, не должно быть иллюзий. Не жди, к примеру, того, кто не придет, как я уже говорила, или не жди, не наделяй человека теми качествами, коими он не обладает. Вот будьте реалистами дважды, поэтому через общение вы можете все точки над «и» расставить. Что же у вас в неожиданностях? И тем не менее, что как важное событие вам нужно знать. Действительно, по аркану Иерофант вы проходите как какой-то, знаете, экзаменационный этап жизни. И поэтому, может быть, нам карты говорят, есть и искренность, но есть и обман. Есть, может быть, и дружба какая-то, или есть конкретика, но есть еще и через чувство, может быть, страсть. И с другой стороны, значит, ее все равно как-то себя сфокусировать на мудрость, чтобы чувства не преобладали в любом случае над разумом. По аркану змея, ведь это больше мы наблюдаем, мы куда-то не торопимся, хотя в то же время может быть достаточно интенсивный период с 1 по 10 марта, может быть и много поездок, какого-то перемещения, может быть встреч, общения много, и у вас аркан маг, вот между первым и вторым, причем полярными какими-то энергиями, и вам придется правильно провзаимодействовать. И вот, пожалуй, вот эта вот карта, магами не рождаются, ими становятся. Служанка в ожидании, да, маг никогда никого не ждет, он идет своей дорогой, своим путем, но он и никому сам ничего не обещает. А если мы говорим о конфронтации, то, скорее всего, он всегда отойдет на какие-то прежние позиции и будет как раз наблюдать, вот где-то как змея, да, если мы говорим в положительном смысле, наблюдение, адаптация, и после этого какие-то важные выводы, и только после выводов действия. То есть вот такая ступенчатая где-то палитра вашей активности, но в неожиданностях это вами может восприниматься как какие-то возможности. Вы, кстати, тоже можете столкнуться с таким манипулятором, или сильным человеком, который умеет создать какой-то общий фон, который приятно слышать, приятно видеть, или создать какую-то такую иллюзию, которая расслабляет. Вот даже вот с таким человеком, я понимаю, что не все, но кто-то из вас вполне может. И это может касаться точнее, как и девочек, девушек, женщин, но точно так же и для мужчин. Интересная женщина, с которой хочется быть, продолжить знакомство. И вы пока не знаете человека, поэтому не бегите, мои дорогие, впереди паровоза. Будьте магами и волшебниками. Все силы или все стихии у вас в руках, но как вы ими распорядитесь, понятно, будет зависеть от каждого из вас. Что же вас удивит или что откроется? Но вы как раз и можете узнать какую-то правду о человеке или принять окончательное решение, что какую-то историю я не продолжаю. Кто-то будет пересматривать работу, для кого-то из вас будет буквально вопросы переезда стоять на кону, а для кого-то личные отношения. Вы можете узнать, или, к примеру, может быть, ничего вокруг не меняется, а в принципе
на чистоту вы с кем-то поговорите, и для вас картинка, она как сменится. Может быть, прежнее ожидание завершится, ведь вполне вероятно, по 8 чаш мы ждали, а теперь... И не обязательно, что это будет информация. Опять же, внутренний инсайт. Или назовите это, когда мы так вот в спокойных таких мудрых энергиях проанализировали какой-то прежний жизненный этап и уже хотим бесплодное ожидание или какие-то пустые надежды завершить. Первая все же карта холодная лилия, красивая, такая благоухающая лилия. Но по этой карте больше деловые идут разговоры или то, что есть в нашей реальной жизни. Вот реальность и где-то иллюзии. С одной стороны, где-то это может быть сопряжено и с обманом или какой-то нечестностью, но с другой стороны, и ваша, может быть, в чем-то ситуация такая 50/50, как я сказала, когда вам нужно, как-то очень аккуратно решить тот или иной вопрос. Но ваша сила будет в том, когда вас никто не выведет на эмоции, как и со знаком минус, так может быть все-таки серьезное предупреждение, когда и туз чаш, и рыцарь, у нас вроде бы кубков выпадает, а впереди все же первая карта у нас мыши. Не замечтаться будет важно. Давайте посмотрим энергии. Кто-то может и проститься, хотя по этой карте мы ищем выход, и мы его находим, поэтому какой-то выход вы точно найдете. И посмотрите, у вас открывается, может быть, как пространство новых достижений, потому что 9 чаш чаще это, безусловно, материализм. Хотя в этой колоде нам показана семья. И у кого-то это банально получение денег или решение каких-либо вопросов по работе, по вашей занятости. Будет тут радость, правда. Радость, да, когда нам рекомендует карта не торопиться тратить деньги. Буквально 9 всегда по нумерологии преддверие перемен. Поэтому что-то еще будет меняться. И в эти 10 дней мы не все видим, что будет продолжено. Может быть, мы сами что-то потом не захотим продолжать. У кого-то это может быть сопряжено с делами семейными, когда это вы хотите, где-то так красиво завершить ту или иную историю или с кем-то договориться. Будьте внимательны, потому что по 9 чаш еще проходят, как знаете, такие очень сильные желания. Недаром я называю ее картой эгоиста всегда в 9 чаш, потому что у нас, как-то мы уверены в этот период. И вот, видимо, по работе, может быть, или по каким-то обещаниям вы можете чувствовать себя уверенным или уверенной, а все же 9, если мы берем нумерологию в преддверии перемен, говорит нет. Это сегодняшняя ситуация или ситуация этих 10 дней, она еще пока нестабильная. 9 никогда не была фундаментом, но возможности, они, безусловно, шикарные. И тут самое время подумать, как их продолжить или для себя этот фундамент создать. Что же в личной жизни? Карта любящего человека. Для людей семейной, для тех, кто в паре, здесь может быть, правда, много приятных эмоций, какие-то добрые вести, как и знаки внимания, так и подарки. Или, может быть, это известие где-то от ваших детей с учетом, всех остальных карт. Может быть, это внимание к вам, вашего партнера. По королеве чаш есть еще и такое значение ожидания. Поэтому ожидание должно быть, по крайней мере, как-то завершено. Или вы должны понимать, выставить для себя какие-то сроки, может быть, дорогие львы и львицы, конкретные сроки, если вы ждете человека, он вам что-то пообещал, пусть это по личной жизни. И вот это обещание, оно уже какое-то бесконечное, как резина тянется. Значит, здесь тоже нужно вам с чем-то определиться. И это не значит, опять же, если мы говорим про ожидание и первый дуплет карт, что вы пытаетесь кого-то вывести на чистую воду. Нет, мы здесь на чистую воду никого не выводим. Мы только выводим себя, я бы сказала. Потому что важно понимать не то, что хочет человек, а чего хотите вы. Так или иначе, это я уже такой момент со знаком минус обрисовала, хотя королева чаш для большинства, я надеюсь, будет свидетельствовать о том, что вас любят, мои дорогие львы и львицы, и поэтому какие-то знаки внимания будут, но не замечтаться. Тяжеловато, кстати, если мы говорим 10 жезлов, 2 тянут арбузы, и им еще предстоит пройти долгий путь.
Но это по принципу «моя ноша не тянет». Поэтому все те вопросы, которые у вас стоят на повестке этих 10 дней, ими действительно нужно заниматься. Потому что что-то подходит к финалу. Может быть, где-то вот что удивит, как и отношения, или по работе, или вы завершаете, к примеру, вы прежде занимались документами, или обустраивали свой быт, или строили карьеру. Здесь какая-то перезагрузка, она у вас уже практически на пороге. Может быть, это будет в последующие дни марта, но карты нам говорят, держись, потому что именно вот в этой колоде больше говорят о том, что есть еще какой-то путь, который нужно пройти, но от вашего терпения, выдержки, от наблюдения, от вашей мудрости. Может быть, если бы не были вот у этих двоих, это их арбузы, да? Это как бы их ноша или то, что для них важно, то, что им нужно. Они бы, может быть, скорее всего, и бросили это. А тем не менее нам говорят, есть у тебя лев, то, что как твой приоритет. Но пока еще в эти 10 дней ты не видишь четкой последовательности, чем это может закончиться, или к какому итогу это приведет. Но интерес абсолютно точно есть. У кого-то личная жизнь, у кого-то достижения, опять же, ваши. Но не торопись рубить с плеча. Или не беги впереди паровоза, я уже говорила, а вот как раз время мудрых решений, время задавать вопросы, делать выводы. А что же для вас важно? Чего же вы хотите достичь? Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. Кстати, десятка жезлов всегда говорит, что у нас хватит сил выдержать какое-то напряжение, любое физическое, эмоциональное, если это необходимо. Сама по себе карта в этой колоде достаточно солнечная, поэтому, может быть, и тяжеловато будет, потому что у кого-то буквально много дорог и каких-то переездов. Но и в плане эмоций тут тоже скучать будет некогда. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.